Когда Майкл приехал на кладбище в Чикаго, он был уверен, что готов к прощанию, но увиденное выбило почву из-под ног. Его родители, Ричард и Эвелин, лежали в одном гробу, а на их пальцах были странные грубые деревянные кольца. Это не имело ничего общего с их взглядами на жизнь и смерть. Мать всегда говорила о захоронении в Европе, отец — о кремации. Все происходящее казалось фальшивым и тревожным. Организацией похорон занималась жена Майкла, София, и именно она настаивала, что все сделано по завещанию. Однако ее поведение выдавало напряжение, а взгляд постоянно ускользал. Майкл слишком хорошо помнил последние месяцы. Потерю работы, долги, крах бизнеса Софии и их вынужденный переезд к родителям в пригород Чикаго. Тогда он заметил, что Эвелин стала замкнутой и настороженной, а София — резкой и подозрительно собранной, будто действовала по заранее продуманному плану. Перед трагедией родители начали часто исчезать, дом нередко оказывался пустым, а затем Майкл нашел его разгромленным и пропахшим дымом. Позже полиция сообщила, что всех троих обнаружили в загородном доме. София была жива, а родители выглядели мертвыми. Эвелин спасти не удалось, а Ричард едва дышал. Майкл был сломлен и позволил Софии взять все под контроль. На церемонии что-то окончательно пошло не так. Прикоснувшись к руке отца, Майкл почувствовал слабый пульс. Паника охватила людей, стало ясно, что Ричард жив. Позже выяснилось, что деревянные кольца были знаком опасности. Родители знали, что им угрожают. Под давлением фактов София призналась, что дала им препарат, имитирующий смерть, рассчитывая на наследство. Доза оказалась смертельной для Эвелин, а Ричард выжил. После суда Ричард исполнил волю жены и похоронил ее во Франции, а сам ушел от дел. Майкл тоже не смог вернуться к прежней жизни. Он отказался от бизнеса и посвятил себя помощи пожилым людям, оказавшимся беззащитными перед чужой жадностью, словно пытаясь искупить то, что не смог спасти собственную семью.